Доброго времени суток всем! С вами миссис Бакор. Сегодня я покажу, как сделать трендовый эхо-эффект в Adobe After Effects. Покажу 3 интересные идеи и сделаем зацикленную анимацию. Но будьте осторожны, очень залипательно получается. Ну и не будем тянуть, и давайте скорее начнем. Открываем After Effects, создаем новую композицию. Набираем текст и располагаем его по центру. Анимируем Scale размер. Добавим на слой с текстом эффект эхо. Выделяем слой, идем эффект Time эхо. Я увеличу число копий и немного изменю время. Отлично. И теперь чуть поправим анимацию и сделаем зацикливание. Выделяем ключи, F9 и переходим в график. Тянем за эти штуки, чтобы получился пик. Кстати, кто знает, как правильно называются эти вспомогательные штуки? Напишите в комментариях. Нажимаем на спиральку вот здесь, чтобы мы могли зациклить анимацию. Или зажимаем клавишу Alt и кликаем на нужный нам параметр. И вот здесь вводим Loop Out, пинг-понг. Окей. Теперь анимация на всей протяженности композиции будет то приближаться, то отдаляться. Ну что, по-моему, это супер просто сделать. При этом выглядит интересно. Немного изменим анимацию, и теперь текст будет перемещаться вправо и влево. Так, я уже подготовила текст. Нажимаем правой кнопкой мыши по слою и сделаем из текста Shape Layer. Отлично. Сделаем анимацию. Выставляем ключи по Position. Теперь добавляем на слой эффект эхо и настраиваем время отображения и число копий, так как вам нравится. Так, во-первых, здесь поменяем режим на Composite in Front, и чтобы наш текст было видно, изменим его цвет. Для этого выделяем слой, заливку меняем на черную, а обводку оставляем как есть. Супер! Выделяем ключи, Easy Is, переходим в графики. Настраиваем скорость и зацикливание. Окей, и вот что у нас получилось. Мне очень нравится. Я пока делала, залипла пару раз. Какой-то гипнотический эффект эта анимация на меня оказывает. И теперь сделаем вот эту анимацию. Она у меня стойко ассоциируется с Солитером. Игра такая была на Windows, да вроде и есть до сих пор. Итак, приступим. Также сделаем из текста Shape Layer и нарисуем траекторию его передвижения. А используя инструмент Pen Tool, добавим чуть больше гладкости. Теперь осталось только добавить эхо-эффект и зациклить анимацию. Также меняем цвет текста, как и во втором примере, и настраиваем эхо. Теперь выделяем ключи, Easy Is, переходим в график, настраиваем скорость и зацикливание. Для зацикливания, напомню, мы нажимаем на значок спиральки или зажимаем здесь клавишу Alt и кликаем на нужный нам параметр. Чуть ниже пишем Loop Out, Cycle. Окей. Посмотрим, что получилось. Супер залипательно. По итогу имеем вот такие 3 клевые зацикленные анимации. Они очень простые и довольно быстро делаются. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если да, обязательно поставьте ему лайк. Если нашли что-то полезное для себя, то не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить мои новые ролики. Мне будет очень приятно. И как обычно, если остались вопросы или есть предложения по новым роликам, то пишите все в комментариях. Я все читаю и всем стараюсь ответить. И увидимся в следующем ролике. Пока-пока!